Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за вашу поддержку, за ваше внимание, за лайки, за подписки, за комментарии ваши. Спасибо вам за то, что вы со мной. Напоминаю, на моем канале в списке воспроизведений находится папка экстренной психологической помощи. Если вы запутались, если вы понимаете, что наступаете на те же самые грабли, пожалуйста, посмотрите эти видео. Я создала этот плейлист, чтобы каждая из вас могла сама починить свою самооценочку, выстроить жесткие границы и перестала извиняться за свой масштаб. Поправляем принцессы, королевишны, короны и забираем психологическую базу. Ну а тема сегодняшнего расклада: кого же ты выводишь из себя, что именно в тебе так раздражает? Вы когда-нибудь чувствовали, что само ваше присутствие в комнате может заставлять кого-то нервно сжимать зубы? Вы не сделали вроде бы ничего плохого, но ваш свет ослепляет тех, кто привык жить в сумерках. Есть человек, которого буквально триггерит от вашей, может быть, уверенности, вашей улыбки, или даже от того, как вы держите чашечку кофе. Я сегодня вытяну карту этого тайного критика и карту той вашей грани, которая не дает ему спать. Вы готовы узнать, чью зону комфорта вы разрушаете одним лишь своим существованием? Сегодня мы с вами узнаем, собственно, кто этот человек, кого ты выводишь из равновесия, что именно в тебе раздражает этого человека и почему это его задевает, какие-то внутренние причины. Это может быть у этого человека подавленные желания, зависть, страх выйти за рамки, потеря контроля. Все узнаем. Итак, начинаем. Кого же ты выводишь из равновесия? Тип человека – это контролирующий, зависимый от одобрения, тот, кто живет по чужим правилам. Кого ты выводишь из себя? Невозможно. Ух ты. Женщина, которая не чувствует себя привлекательной, яркой, сексуальной, харизматичной. Женщин, вот часто вы у меня по этой карте выходите, муза, да? Это женщина, которая, муза, это женщина, которая вдохновляет мужчин, приковывает эти мужские взгляды. Она привыкла к этому восхищению в мужских глазках. Она знает, как сочетать элементы там, хотел сказать, интерьера, гардероба, подчеркнуть свои достоинства. Все эти женские штучки она знает. И она самое в чем нюанс, ценность, да, если можно так сказать, этой карты и описание это в женщине, вот что самое ценное, это энергетика. Вот благодаря этой энергетике позитив, оптимизм, солнечная, какая-то яркая. Вот благодаря этому вокруг этой женщины постоянный какой-то движ. Очень много людей, которым хотелось бы с ней контактировать. Мужчины, женщины. Все хотят с ней рядышком как-то быть. Ну, отчасти многие из потребленческих таких, да, мотивов. Рядом с ней вот энергетически классно. От нее можно всегда подпитаться, зарядиться этой энергией. А мы смотрим, кого ты выводишь из себя. Ты выводишь женщину, для которой почему-то невозможно вот это вот ваше состояние, ваше, ну, у кого-то это даже вот внешне такое, знаете, привлекательность, состояние такое, оптимистка по жизни. Так, а мы смотрим, это вашу недоброжелательницу, да? Выводишь из себя, что именно раздражает. Первое, мы смотрим тип человека. Женщина, которая разуверилась, очень разуверилась в дружбе, женской в том числе, может создавать иллюзию дружбы, но при этом тут катастрофически не доверяет по Луне, и Луна и токсично. Это, знаете, скорее такая может навредить даже. Оно мне интересно, я спрошу, она к вам в подружке навязывается? Эта женщина. Сейчас.
Подружки. Знаете как, тут у кого-то может пройти именно прям в подружки и нет. Вы можете с ней периодически как-то пересекаться. У кого-то карта дом, но вряд ли это у вас общий дом. Может быть, это коллеги по работе под одной крышей. Может быть, даже она пытается... Карта мастерство. То ли вас чему-то обучить, ну, или поделиться, да, какой-то вот опытом, ну, квалификацией, не знаю. Но тут дальше карта смерти, это история о том, что вполне возможно вы даже ее где-то могли перерасти с этим опытом. Или даже она у вас чему-то может поучиться. То ли вы у нее чему-то могли периодически учиться. Тут такое какое-то, карта мастерства. В чем-то вы ее могли даже переплюнуть, если можно так сказать. Друзья. То есть прям не могу сказать, что вы там прям такие близкие подруги. Нет, скорее нет. Она еще проявляется, тут двойственность, дуальность. Она проявляется двойственно. С одной стороны, можете видеть, тут белый пушистый быть, с другой стороны, вот женщина, дуальность, да, тут с одной стороны в белом платьишке, тут в черном. То есть она может быть разной, двуликой как минимум, да. Тут одна, тут другая, как будто бы и до конца картинка даже до конца у вас может не складываться. То есть нет такого четкого понимания, что это прям ваш враг. Такого нет. Так. Дьявол вышел. Ох, бог ты мой, я спрашиваю. И на этого дьявола вышел другой еще дьявол. Это по поводу нее. Дьявол, окно в иной мир. Как будто бы она прекрасно понимает, что если она покажет себя истинную, вот эти какие-то негативные проявления, в том числе то, что она тут мало кому верит, доверяет, в том числе, что у нее разочарование в этой дружбе, люди будут меньше намного с ней контактировать. Поэтому она какую-то маску тут уже носит. При этом, знаете, тут такие карты, окно в иной мир и карта вот этой дуальности. Если она знает, что вы увлекаетесь там эзотерикой, психологией, то она может даже вас особо не критиковать. А вот как бы ей интересно, чем вы заняты, в какую сторону у вас мысли направлены. Она подозревает, что, скажем так, окно в иной мир, вам доступны какие-то знания, может быть, которых у нее нет. Как-то так. То есть в открытую даже я вижу, что она особо не противостоит. Расходы, бездействия. У кого-то, если это рабочие взаимоотношения, тут взаимосвязана как-то карта расходы, материалка. То есть, смысла ей даже в открытую противостоять нет, поэтому карта бездействия. Как-то так вот вы выводите ее из себя, опять-таки, но это особо как-то, может, не проявляется. Она скрывает это все. Давайте так, по дьяволу уже еще манипулятор хороший. На нее же сигнификация, да. По дьяволу хороший психолог, она тоже неплохой. Знает, где что сказать, о чем промолчать. Но это опять-таки какие-то интриги, дворцовые заговоры. Это возможности вас как марионетку использовать, может быть, в каких-то своих целях. Вот пока вы выгодны, допустим, она там материально в том числе, она может себя сдерживать. Потом, когда вы уже автоматически становитесь особо не то, что невыгодны, пропадает вот это какое-то, может быть, реальная возможность где-то вас использовать. Она может тут без зазрения совести тут как-то какую-то спровоцировать, создать ситуацию, где вплоть до того, что обесценив все то хорошее, что было между вами, то, что даже, может быть, вы думали, у вас какие-то тут нормальные отношения. Такое вот как-то. Так, мне показали такую личность. Зависима ли она от одобрения? Как вам сказать? Особо она от одобрения, может, независима. Она просто знает условия игры. Условия, по которым она обитает в этом социуме. Она знает, где, когда, с кем дружить.
Причем это очень, как бы, опять-таки, эта дружба, она очень далека от искренности. Но она может мастерски, тут дьявол 2 раза вышел, и говорю, манипулировать, может быть, управлять, в принципе, сознанием масс даже каких-то. Не так идет. Ну, первое, почему-то мне показано невозможно, вот она себя не ощущает тут красивой, желанной, вот этого нет. Подозреваю, тут один из нюансов, может быть, даже если она увидела, какой-то мужчина на вас как-то там смотрит, или вы как-то выстраиваете взаимоотношения с мужчинами, да, может, флиртуете там, ну, уже не знаю, все подряд я говорю. Или видит, что мужчины на вас как-то реагируют, на нее так не реагируют. Вот ей это как будто бы, вот какой-то тут нюанс, он невозможен. Поэтому ее это может сразу как задевать, сразу говорю. Как ревность, ну тут ревность может быть даже не конкретно к какому-то одному мужчине, а ревность в принципе к тому, что вас, может, видят женщину, замечают женщину, а в ней вот, может, не замечают. И тут опять-таки попытки вами манипулировать, они могут, ну, фиаско заканчиваться, это тоже ее раздражает, и она в маске ходит постоянно. В открытую не проявляется эта женщина. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, мы узнали, что ты выводишь из равновесия из себя женщину, которая себя, может, так позиционирует, как ваш, ну, такой друг, по крайней мере, не недоброжелатель. Отчасти какие-то могут быть у вас финансовые, ну, выгодные взаимоотношения, как-то так, можете пересекаться даже, у кого-то по работе, у кого-то, не знаю, материальная какая-то тут заинтересованность. Я уже не знаю, в чем дело. Как-то так. Но это не близкая подруга, сразу говорю. Смотрим, что именно в тебе раздражает эту женщину. Какое-то твое качество или твое поведение. Может быть, твоя независимость, прямота, спокойствие, отказ играть в сценарий. Что именно в тебе раздражает? Еще раз вот выходит мне карта ведьма ведающая, ну уж не знаю, если, повторюсь, знает эта женщина, что вы увлекаетесь эзотерикой, психологией, то это тоже ее каким-то образом, это ее может задевать. Тут еще раздражает ваше сочетание иерофант и рядом ведьма в таком контексте. Вот прочтение этого всего, это может ее раздражать ваше желание чему-то новому обучаться, идти в новое, в какие-то, может быть, тут не обязательно даже курсы повышения квалификации, тут в принципе, вот у вас какая-то одна профессия есть, вы можете искать себя в другой профессии. Иерофант — это вечный ученик где-то, обучающийся, интересующийся, это знание, это рост, тут запрос души на рост, и при этом это духовный рост и развитие. Вы хотите максимально экологично как-то проявляться, для того, чтобы нести добро, свет, да, не наследить в этой жизни, не оставить там грязные какие-то отпечатки ног, а хороший след оставить, да, даже так, может быть, для близких, для родных. И карта рядом ведьма — это еще о чем? О том, что эти знания, которые вы получаете, вы их применяете по психологии, в том числе, может быть, даже те же расклады Таро, вы это все применяете, вы внедряете в свою жизнь. А, кстати, вот это может раздражать в том, что даже вот она, ну, она элементарно не знает чего-то, да, но она же вас может просчитывать, да, ваше поведение, исходя из той какой-то информации, которой она владеет. А тут вы как-то нестандартно себя ведете в ответ, или вы не вовлекаетесь в какие-то манипуляции. И у нее тут злость из-за чего? Из-за того, что не получилось так, как она хочет. Вы как-то проявляете какую-то независимость, вы проявляете вот этот отказ играть по ее какому-то сценарию. Опять-таки, тут даже могут быть у нее попытки как-то, кстати, карта зависимость, дом,
Знаете, тут могут быть разные попытки даже создать вот иллюзию того у вас, что вы в ней нуждаетесь, что для чего-то она вам нужна. Ну, это из разряда какой-то вот это выученная, вымученная беспомощность, да. Так часто бывает даже вот в семейных взаимоотношениях, да, когда женщина на самом деле, она может она там, я не знаю, встать на табуреточку и закрыть эту форточку, да. Ну, я утрирую, но вы поняли. А мужчина, да, вот ты без меня ничего не можешь, ты без меня там не можешь и гвоздь забить, ты без меня даже форточку закрыть не можешь. Одно дело, когда женщина это вот из позиции делает, ну, пожалуйста, там, я без тебя, там, он, что бы я без тебя делала, там, подчеркнуть, вот, насколько мужчина для нее важен, ценен, он, что для нее делает, это ценно. А другое дело, когда это со стороны мужчины это все усугубляется, это типа, ты вообще какое-то тут чуть ли не недоразумение, да, какое-то недоразумение. Ты вот что-то никчемное, ты ничего в этой жизни не умеешь, ничего не делаешь и вообще. Вы поняли, да, эти проекции. То тут, может быть, с ее стороны такие попытки, ну, где-то обесценить вас даже. А вы это не поддаетесь. А вы даже если там что-то не умеете, по иерофанту рядом, это попытки вас вот в какой-то, допустим, одной крышей, уж не знаю, какие-то попытки тут зависимость, вас ввести в это состояние, где вы от нее зависимы. А вы тут хоп, и по иерофанту обучились тому, что вы не знали, да, хоп, или какое-то вообще новое, там, какое-то, не знаю, свое там дело, бизнес открываете. И тем самым вот эти рычаги управления ситуацией этой, у нее вы убираете, выхватываете у нее из рук. При этом как-то так мудро вы это все делаете по карте ведьма, что это даже не перерастает тут ни в открытую конфронтацию. Это просто вы как, ну, у вас свой путь, своя дорога, вы себя обезопасили. Вот это выводит из себя. Так, давайте посмотрим. Где-то даже ваше желание может проживать ту жизнь, которую вы для себя видите, знаете. Тут еще вышли карты такие не странные, что раздражает вас. Раздражает то, что вы уже насквозь, может, видите каких-то людей тут в волковичьей шкуре и не позволяете себе особо даже расстраиваться по поводу, ну, знаете, если какое-то негативное тут взаимодействие, если люди как-то токсично проявляются, если раньше вы могли там, ну, как-то, может, болезненно более реагировать на это все, в том числе, может, и на ее проявления, на ее какие-то замечания, ну, уж не знаю, то сейчас нет, вы этого всего не допускаете. То, скорее всего, вы тут распускаете перья в ее понимании, цветете и пахнете, может быть, уделяете внимание себе. По ее меркам, как будто бы тут женщина, ну, вы себя любите, вы себя холите, лелеете, может, она себе это или не может позволить, или даже, ну, не знаю, действительно объективно не может позволить, там, то ли время материальное, я же не знаю, либо это какая-то у нее тоже такое видение, что, ну, вы слишком уж себя тут любите. Угу. То есть ваше поведение, ваша независимость, ваше где-то спокойствие, это все сюда. И нежелание играть в эти какие-то игры, ну, ею навязанные. Вот это все тоже выводит ее из себя. Мне прям захотелось отдельно вытянуть карту. Вот она, этот критик. Тут тайный, не тайный. Мне кажется, у нее периодически как это, флягу срывает, да, или как говорят, знаете, как вот чайничек у него, этот свисточек начинает, когда водичка закипает, вот этот свисток срабатывает, часто на таких чайниках. Вот у нее тут свисток уже периодически этот, наверное, уже отказывается работать. Наверное, верхушка чайничка этого срывается уже под действием этого пара. Так, хочу вытянуть основную карту ее. Тайный критик. Талисман. И что? Представление. Ну все, больше ничего не хотят сказать. Вот смотрите, как показывают карты. Странное сочетание. Талисман, представление, белая карта. История о том, что она уже создала какой-то образ свой
перед, ну, толпой, в социуме, перед, ну, не знаю, вашим каким-то окружением, может быть, общим. При этом она вот по этой карте представления, тут изображен, вот этот, я уже не знаю, на чем он, лютня какая-то, ну, музыкальный инструмент. Он на нем играет, и он поворачивается вот этой красивой стороной какой-то тут, артистично так, да, поворачивается к вот этим людям, к этой толпе, эту лютню он тут всем демонстрирует, улыбается. И другой стороной он от них отворачивается. И тут скрыто то, что за все это он получает тут какие-то барыши, да, то есть тут денежка на поясе у него, мешок там тут золотыми монетами какими-то. Это о чем? О том, что она уже как-то создала какой-то образ вот в социуме, где она подчеркивает, показывает, транслирует то, что она считает нужным. А что ее движет, может быть, выгоды какие-то материальные, да, в принципе, какая-то, может быть, даже она довольно-таки корыстная, она не бескорыстная, эта женщина. Она это все скрывала долгое время. И, может быть, даже по этим форматам она пыталась как-то, по этим алгоритмам и вас втянуть, попыталась вас как-то вот проманипулировать вами. Но вы, скорее всего, увидели там карты Иерофант и Ведьма. Скорее всего, для вас она, как, знаете, открытая книга. Или, может быть, сопоставили вы что-то уже. Или и вы прекрасно понимаете, с кем вы имеете дело. Что это вообще не наивная, не добрая какая-то, не белая, не пушистая. Это женщина, та, которая исключительно свои какие-то преследует корыстные цели. Вот тут вот это вот еще, кстати, ее это может все раздражать, то, что она для вас стала этой как открытой книгой. Так, что-то я еще хотела. Ну давайте еще посмотрим, почему, собственно, ее задевает то, что в вас вот есть, вот эти вот ваши какие-то качества, ваши проявления. Но отчасти мы уже увидели, почему задевает. То, может быть, ее какие-то подавленные желания, зависть, страх выйти за рамки, потеря контроля. Почему ее это задевает? Не хотят карты больше говорить. Белая карта. Почему-то мне тут подсветили карта насилия, ракушка и белая карта. Это о том, что все. Тут они больше не хотят говорить. Задевает почему? Потому что, скорее всего, вы смогли ей где-то противостоять. Насилие тут не просто тут, как физическое, да, может психологическое какое-то, может попытки тут, я уже не знаю, с ее стороны какая-то, не знаю. Какие попытки тут были вот, насилия? Не знаю, девочки, у каждого свое, может быть, элементарно у кого-то даже этот газлайтинг. Пыталась из вас там какую-то не совсем в здравом рассудке, как будто бы вы, может быть, там что-то какие-то факты перекручивала, да, вам говорила одно, тут же за вашей спиной говорила другое, и потом, когда там информация всплывала, она, да я тебе такое не говорила, да что ты напридумывала, что-то из этой серии. Я пример просто говорю, насилие какое могло быть еще тут. У кого-то это могли быть попытки манипулировать, там, может быть, финансовая даже, да, если вы как-то не совсем по ее правилам играете, там, если вы от нее материально каким-то образом зависимы, да могло также проявляться в меньшей какой-то, может, оплате труда, или там у кого-то премии. Я все подряд вам говорю, просто как пример. Почему задевает еще? И тут вполне возможно она от вас надеялась получить одну реакцию, да? А вы вполне возможно вы от нее то закрылись, но при этом же там карта у нас Иерофант и ведьма ведающая. То ли вы нашли себе соратников, союзников, которые, может быть, могут ей дать отпор. И действительно, она уже, может быть, так по-другому на вас смотрит. Может быть, отчасти вот эта карта ракушка, там так же, как и броня какая-то, это как защита, вы также выработали.
чисто психологически можете вы уже не реагировать на это все, на ее какие-то вот попытки, ну, как-то некрасиво себя вести. Может, элементарно дали отпор ей, даже в плане, она там как язвительно там или там повысила голос, а вы могли ее на место поставить. Вот тут вот что-то такое то считывается. Ну, как будто бы она чуть-чуть на другую реакцию с вашей стороны надеялась. Там она как-то себя будет вести, может, не очень корректно, не очень красиво, и думала, может, вы это проглотите, не обратите на это внимания, или наоборот, будете легкой какой-то добычей. Это задело ее. Так, смотрим теперь, почему, собственно, в принципе, вы выводите ее из себя, что именно так раздражает, да? Что задевает, мы уже посмотрели, но конкретно в этом человеке, в этой женщине. Подавленные желания, зависть, страх выйти за рамки, потеря контроля. Что? Угу. Невозможно переход на новый уровень, дьявол. Давайте так, у кого-то, может быть, эта женщина, она уже пыталась свою жизнь изменить. Может быть, этот переход на другой уровень, она и пыталась тут и денег накопить для того, чтобы, может быть, правда, что-то то ли такое глобальное приобрести. Или переход на новый уровень. Ну, как будто бы в прямом смысле сделать этот переход на новый уровень, перескочить, выйти, может быть, за рамки. Но у нее, судя по дьяволу, она могла тут даже сама себе навредить. И не получается. Карта невозможно. Вот невозможно ей изменить свою жизнь так, как она там мечтала или какие попытки предпринимала. Знаете, вот тут такое. И вот это задевает. То, что а вы не останавливаетесь. Вы все равно как-то идете, меняете, пытаетесь изменить. Вот это задевает. Также подавленные желания, в том числе и материальное, что-то тут, о чем-то она тут мечтает, а оно, так как она мечтает, оно не реализуется. Может быть, даже ей кажется, что вам деньги тут с небес какие-то сыпятся, или откуда-то у вас тут, я уже не знаю, какие-то транши, переводы вам приходят, а для нее это, тут зависть тоже. Тут вот свинью подложить сплетни, как минимум, не против она тут кости вам перемыть и как свинью вам подложить. При этом она лишний раз может ставить под большой знак вопроса, под сомнение ваши качества, душевные качества. Тут посланник высших сил типа, знаете, как-то может иронизировать по поводу вашей доброты, иронизировать по поводу вашей тут заботы, видеть во всем какие-то подводные камни, двойные какие-то, подтексты, вот в ваших поступках даже, да. То есть вы реально проявите заботу о ком-то, допустим, там, коллега по работе, да, а она тут же может это перекрутить и сказать, не просто так там это забота, это с каким-то там уклоном, это с какой-то там мыслью, с каким-то подтекстом там, что-то такое тут даже может быть. Это касается, может быть, ваших взаимоотношений даже там в семье, с партнерами. Как будто бы она пытается тут как-то, знаете, за счет вас очернить, и за счет этого самой вроде как возвыситься, стать такой. То есть, или вас как-то, знаете, показать, подсветить такой, будто бы стороны, не такая уж вы тут и хорошая. Что-то такое, вот, как будто бы ее раздражает опять этот павлин, что вы тут перья распускаете, что вы, может быть, более уверенно себя чувствуете в этой жизни, да, или пытаетесь опять-таки к чему-то тут тянетесь, стремитесь изменить. Это, как говорят, нет ничего хуже для наших врагов, это просто видеть результат ваших каких-то свершений, достижений, побед, и, собственно, вот этого перехода на новый уровень. Вот для нее это очень болезненно. У нее тут что-то не получилось, поэтому не получилось, может быть, тут даже не в плане отношений с мужчинами, да. Тут не это, тут скорее в принципе, тут как-то материально ей очень хотелось выше, лучше, больше иметь. Может быть,
карьеру какую-то другую построить. Какие-то как будто бы тут амбиции тут присутствуют. Даже такие амбиции, о которых вы можете не догадываться. И мало кто может догадываться. Она это может скрывать. А оно тут что-то хуп и пошло не так. Не получилось. То есть это где-то ее желание... вы выводите из себя, это внутренние причины этого человека. Это даже не то, что там подавленные желания, это желания, которые не осуществились. Она пыталась это что-то тут воплотить, а оно не совершилось, не получилось. Отчасти это какой-то, ну, не знаю, страх выйти за рамки. Нет, наверное, нет тут страха. Тут просто осознание того, что какие-то моменты уже упущены. От того, что, может быть, ей нужно оценить то, что есть, и держаться за то, что есть. Прям хочется сказать, она тут как когтями держится за то, что есть. Ну, зависть может тут больше даже, знаете, к чему? К тому, что тут вы довольно-таки оптимистично, как смотрите в будущее, собственно, и особо не ориентируюсь здесь даже на ее мнение, на мнение, может быть, особо там окружающих. Но она тут при любом удобном случае, как это, не применет тут вас с кем-то обсудить. Вот тут карта свинью подложить и сплетни. Такое ощущение, как будто бы она себя тут отчасти уже говорит, ну я как будто бы те шансы, которые у меня были, я ими не смогла воспользоваться, или тут кто-то в палки колеса вставил, или что-то пошло не так. А у вас, по ее мнению, не то, что там все впереди, но какая-то тенденция есть к тому, что действительно может все измениться, и вы меняете, вы не хотите сидеть в каком-то болоте, вы к чему-то стремитесь. Вот это ее раздражает, вот это ее задевает как-то так, как бельмо на глазу, правда. Ну, у кого-то зависть. Может, к материалке к вашей. Даже так может быть. Даже к тому, что вы как тут там павлин все-таки, к тому, что вы себя тут можете чем-то баловать. И почему-то кажется, вот не совсем заслуженно вы так вот себя любите, балуете. Вот тут что-то ей хочется как-то подчеркнуть, что не то, что там вы не совсем этого заслуживаете, да, а как будто бы, ну, слишком вот у себя любят, вот так вот даже, в искусстве. Ну, тут зависть какая-то, может быть, женская даже, какая-то такая непонятная. Ну, и раздражение – это всегда сигнал. Но не о том, что с тобой что-то не так, а о том, что в другом человеке есть напряжение, с которым он не справляется. И когда ты становишься этим триггером, ты не создаешь это состояние, ты его проявляешь. Поэтому важно не пытаться стать удобнее для кого-то, в том числе для этой дамочки. Ну их нафиг. Не нужно пытаться стать удобнее, а нужно понимать, что чужая реакция – это не твоя ответственность. Ты совершенно не обязана уменьшаться, да, чтобы кому-то было комфортно рядом. Собственно, потому что там, где тебе нужно сжиматься, там уже нет настоящего контакта. А там, где ты можешь быть сама собой, то не возникает вопроса, раздражаешь ты кого-то или нет. Все, мои хорошие, спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.